Бывают ситуации, когда я прекрасно знаю, что я хочу, почему я этого хочу, у меня это внутри откликается, как этого достичь, что для этого нужно и так далее, но изменений в жизни не происходит. Как будто бы я чувствую внутреннее сопротивление, внешнее сопротивление, не получается, не складывается. Стеклянные потолки, стеклянные стены, стеклянный пол, все стеклянное, ничего не получается. Все знаю, но как будто бы заперт в невидимой ментальной такой клетке, тюрьме. Не происходит. И есть два замечательных инструмента, которые относятся к НЛП традиции, которые сами по себе могут даже в рамках самотерапии помочь. Лучше, конечно, с оператором, но самому тоже можно разобраться. Для этого, помимо этих инструментов, нам нужен еще один прибор такой, внутренний компас. Это наш датчик отклика. Мое, не мое. Или, как называл это Тимур Гагин, ага-рефлекс и угу-рефлекс. Ага-рефлекс – это ресурсный отклик. Да, мое, хочу, принято, будет работать, подходит. Угу-рефлекс – это не ресурсный отклик, что-то не то, не хочется, холодно, размагничивается, хочется уйти. Это наш датчик, или компас, чтобы мы ориентировались, да или нет, плюс или минус, сработало или нет. Начинаем с первого инструмента, это пирамида логических уровней, а инструмент называется интеграция логических уровней. Возьмем ситуацию, где вы что-то хотите, допустим, новый Lexus или Bentley, или любимого человека какие-то теплые, близкие, гармоничные отношения с семью, или бизнес, занятость, работу, или вы хотите теперь работать на себя, level up, по-другому. Например, из менеджера стать предпринимателем или наоборот, может быть. Или из предпринимателя стать фрилансером и так далее. Суть не в этом. Главное, что вы четко для себя понимаете, и ваш внутренний датчик говорит вам ага-рефлекс, да, хочу. Например, машину крутую хочу, отношения клевые, теплые, доверительные хочу, детей, семью, родовое гнездо хочу, бизнес или занятие, или деятельность, или там что-нибудь связанное с вашей профессиональной реализацией хочу. У вас главное, что компас показывает, куда вам надо, но это в жизни не происходит. Вам нужно интегрировать эту вашу цель по всем логическим уровням. Вы можете это делать у себя в голове, можете действительно вырезать несколько листиков, 5 листиков, на которых написать название этих логических уровней. Но можно на самом деле у себя в голове так шагать. Вы становитесь перед воображаемым маршрутом из 5 шагов и представляете в конце этого пути себя, достигнувшего цели. Допустим, возьмем Lexus. Я вижу себя хозяином Lexus, допустим, LX 570 черного цвета, например, в комплектации Excalibur, и чувствую, что да, ага-рефлекс есть, я хочу, я в нем посидел, допустим, я в нем покатался, чувствую мое. Но почему-то я чувствую какое-то внешнее сопротивление, и как будто бы система меня не примет. Начинаем интегрировать. Я делаю шаг вперед, образный шаг вперед, встаю на первый логический уровень, это окружение. Что в моем окружении сейчас поможет мне в достижении моей цели? Какие люди, какие вещи, какие места мне помогут в том, чтобы я ездил на такой машине? Результат – я езжу на такой машине. Она у меня есть в обиходе, ежедневно, постоянно, в собственности. Я никому за это ничего не должен. И прям чувствую, как начались изменения. Я начинаю интегрировать мою цель в мою жизнь по всем 5 логическим уровням. Начинаю менять окружение.
Как только я закончил эти изменения, как только я понял, что в моем окружении помогут мне в достижении этой цели, я делаю шаг вперед. Это действие. Что мне нужно делать, какие мои действия помогут мне в достижении этой цели. То же самое. Если я чего-то не делал, я могу почувствовать, что я что-то должен новенькое делать, например, больше учиться или общаться с другими людьми, поменять окружение, начать посещать, например, другой зал или переехать в другой район и так далее. Что-то делать по-другому. Старые мои действия приведут к старым результатам. Мне нужно что-то делать новое. Наблюдаю, как меняются мои действия. Делаю шаг вперед. Навыки. Какие мои навыки помогут мне в достижении этой цели? Может быть, даже навыки, получать новые навыки. Навык учиться. Или каких навыков мне не хватает для того, чтобы получить именно эту машину, чтобы на ней ездить. И так далее. Еще раз все это осмысляю, что мне может помочь. Возможно, я здесь соединяюсь с своей внутренней необходимостью научиться чему-то новенькому. Смотрю на навыки, на свои навыки, на навыки других людей другими глазами. Окей. Достигаю ага-рефлекса, делаю шаг вперед. Ценности. Какие мои ценности позволят мне достичь этой цели? Что мне должно быть еще важно для того, чтобы в моей жизни была именно такая тачка? То же самое. Я нахожусь на этой ступени, на этом уровне до тех пор, пока не завершатся все процессы, и делаю шаг вперед. Следующий шаг – это идентичность, я-концепция, самоидентификация. Кем я себя считаю, что мне могло бы помочь получить такую тачку? Или кем я еще должен себя считать, чтобы в моей жизни появилась именно такая машина? Допустим, я себя считаю мужчиной, отцом, каким-то профессионалом, тем-то по своей профессии, но мне не хватает еще я-концепции других самоидентификаций. Допустим, я предприниматель, я маркетолог, я продажник, я приятный в разговоре человек, я вербовщик и так далее, я нелпер. Как только я понял, что сейчас всех я-концепций мне хватает, все, она соответствует, я ага-рефлекс получил, мой внутренний отклик, мой компас говорит, что да, мои я-концепции соответствуют этому результату, я шагаю вперед в себя, достигшего этой цели. И я примеряю этот результат на себя, как мне теперь. Я интегрировал 5 уровней, и теперь применяю данную цель на себе. Как мне теперь теплее, чувствуется, есть сопротивление или нет. И дальше мы можем продолжать шагать в следующий инструмент, это экология систем. Мы можем к этому относиться как к продолжению интеграции логических уровней, можем воспринимать как отдельный инструмент. В чем суть? Перед нами также шаги. Но каждый шаг – это та или иная система, в которую мы включены, начиная от самой сильной. Например, самая сильная система, в которую я включен, допустим, это мои родные, мои родители или моя семья, моя жена, мои дети, что-то. Самая сильная система, в которую я включен. Я шагаю в эту систему и чувствую, а как моей семье, этой моей системе, будет, когда я буду ездить на этом автомобиле. И смотрю на их уже внутреннюю реакцию. У них ага-рефлекс или угу-рефлекс. Они рады за меня, они будут хлопать в ладоши, они будут говорить, да-да, мы очень рады, или они напрягутся. Может быть, кто-то будет завидовать, может быть, кто-то расстроится. Может быть, какое-то травмирующее советское прошлое очень серьезно, болезненно повлияет на переживания моих родителей или бабушек, дедушек. И это для меня важно. И здесь, на этом шаге, я должен все это увидеть и с ними договориться. Прямо у себя в голове. Я шагнул в эту систему вместе с моим экскалибуром. И я вижу, кто как реагирует. И я прямо у себя в голове должен с ними поговорить. Мол, все хорошо. Уже не Сталинград, уже не 43-й,
уже не нужно запасать картошку. Уже можно потратить там 12, 15, 17 миллионов на эту тачку. Можно. Мир таков. Этому позволяет и экономика, и город, в котором мы живем, и мои окружения, действия, навыки, ценности, самоидентификация. И то, что у меня откликается данная цель. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Я по факту здесь занимаюсь самотерапией в моей самой сильной системе. И когда я тут со всеми договорился, возможно, я с кем-то договорился, каким образом, я им пообещал, допустим, когда у меня будет такая тачка, я буду чаще к вам приезжать и буду сам по себе доволен. Вы, дорогие мои родители, будете более счастливы, когда вы будете видеть меня более счастливым. И как только я здесь вижу внутренний отклик, у них вся система «за», я шагаю дальше. Допустим, мои друзья. Может быть, я потеряю друзей. Окей. Может быть, какие-то друзья переживут. Может быть, какие-то друзья сами будут смотивированы идти дальше. А может быть, я совсем поменяю свое окружение. Но следующая система, в которую я шагаю, я должен точно так же с ней договориться. Потому что если я не договорюсь, это будет подсознательный блок. Если мое окружение для меня очень важно, это будет для меня вторичная выгода этого не достигать. Это и будет мой стеклянный потолок или стеклянная стена, что-нибудь стеклянное, что можно потерять или разбить. Соответственно, как только я договариваюсь точно так же с системой номер 2, какая бы она ни была, я шагаю в третью, это окружение, это соседи, как на меня будут смотреть, может быть, бабушки около подъезда будут теперь говорить не наркоман, а чертов вор. И меня это будет лично оскорблять, потому что это для меня очень важно, это противоречит моей самоидентификации и концепции, которую я прописал до этого, и так далее, и тому подобное. И таким образом я прохожу весь свой маршрут по всем системам. Там будут системы «Мой район», как на меня будут на моем районе, может быть, мне район нужно будет сменить, «Мой город», «Моя страна», и так далее. Все ваши системы. Соответственно, я интегрирую мою цель, то, что мне важно, по всем контекстам, по всем слоям, по всем фигурам своей жизни, для того, чтобы прописать ее в свою психику везде, со всеми связями. И она не будет отторгаться. И я помогу этой моей ценности легче прийти в мою жизнь. Я таким образом уберу все неосознаваемые ограничения, помехи и программы, которые блокировали достижение этой цели. Соответственно, это такая своеобразная зеленая дорога будет. И данная процедура входит в комплексную процедуру постановки целей, так, чтобы я максимально комфортно, в минимальные сроки, с минимальными потерями и стрессом получил то, что мне хочется, достиг своих истинных целей и потребностей. На этом все. С вами был Антон Махновский. До новых встреч.